Привет, друзья! Пока мировые рынки реагируют на цены на газ, на горизонте появляется новый вызов, который может повлиять на социальную ситуацию в Европе. Эскалация войны на Ближнем Востоке способна вызвать новую волну миграции, и эксперты в один голос утверждают, Германия вновь станет одним из главных направлений, особенно для беженцев из Ирана. Почему именно мы? Ответ кроется в свежем исследовании Берлинского института Rockwell Foundational Berlin. Ученые выявили закономерность, которая называется эффектом сети. Люди в условиях нестабильности чаще выбирают страны, где уже живут их соотечественники. В Германии, вы знаете, иранская и ливанская диаспоры уже сформировали развитое сообщество. Это сети поддержки, которые помогают новоприбывшим с жильем, работой и первичной адаптацией. Как отмечает ведущий экономист Кристиан Дустман из University College London, наличие сильной диаспоры снижает для мигранта стоимость входа в новую страну. Это уменьшает риски и неопределенность. По сути, связи между Тегераном и Берлином становятся каналами, по которым формируются будущие миграционные потоки. Для правительства Фридриха Мерца это означает, что традиционные подходы к управлению границами могут оказаться недостаточными, когда в действие вступают социальные связи. Германия уже десятилетиями выстраивает репутацию тихой гавани, и в марте 2026 года это дает свои последствия, одновременно усиливая нагрузку на бюджет. Наша система предоставления убежища, Asylrecht и инфраструктура интеграции остаются одними из самых развитых. Государство не ограничивается предоставлением жилья, финансируются языковые курсы, программы переобучения и предусмотрена социальная поддержка. Именно эта предсказуемость часто делает Берлин более привлекательным по сравнению с Лондоном или Оттавой. Если же смотреть на свежие аналитические отчеты института Gallup, среди жителей Ирана, рассматривающих переезд, Германия занимает первое место. Около 28% потенциальных мигрантов ориентируются именно на немецкий ВНЖ. Для сравнения, Канада 13%, Турция 10%, Великобритания и Франция около 6%. Статистика ООН, УНХЦР также указывает, что Германия является одним из крупнейших центров приема иранских беженцев. По имеющимся данным, здесь проживает значительная доля покинувших Иран граждан, Великобритания следует далее, а Канада и Австрия имеют более низкие показатели. Похожая ситуация наблюдается и среди граждан Ливана. Значительная часть людей, покидающих страну, выбирает именно Германию. Такая концентрация формирует эффект, который социологи называют эффектом сети. Чем больше людей уже обустроилось в стране, тем, соответственно, выше вероятность, что новые мигранты выберут тот же маршрут. Правительство Фридриха Мерца сейчас оказывается перед сложным выбором, как же сохранить гуманитарные принципы и одновременно контролировать нагрузку на систему, чтобы она оставалась устойчивой. Интересно, что в марте 2026 года исследователи выявили еще одну важную закономерность для социальной системы. Оказывается, уровень образования мигранта напрямую влияет на выбор направления. Люди с более низким уровнем квалификации чаще выбирают Европу, и Германия для них становится одним из основных направлений. В то же время высокообразованные специалисты с Тегерана, инженеры, врачи, айтишники рассматривают более широкий спектр стран. Они чаще ориентируются именно на Канаду, Соединенные Штаты Америки или экономики Азии. Получается, что образование влияет на выбор страны даже сильнее, чем возраст или семейное положение. Для немецкого рынка труда это означает дополнительную нагрузку. Многим прибывающим потребуется время на обучение и интеграцию перед выходом на работу. Но стоит ли ожидать резкого роста миграции уже сейчас? На данный момент эксперты не фиксируют массовое перемещение, и на это есть несколько причин. Во-первых, покинуть Иран сегодня технически сложно. Турция, которая долгое время оставалась транзитным маршрутом, значительно усилила контроль на границе. При поддержке Евросоюза были построены укрепления и внедрены системы наблюдения, что существенно ограничило прежние маршруты нелегального пересечения. Во-вторых, такие страны, как Австралия или Канада, остаются труднодоступными для большинства из-за визовых требований и расстояния. Поэтому при усилении кризиса на Ближнем Востоке основным направлением может оставаться сухопутный маршрут в Европу. И здесь, по оценкам исследователей из Rockwell Foundation, Германия, вероятно, останется одним из ключевых пунктов назначения.
Но сегодня Германия остро стоит вопрос не только иммиграции, на повестке дня и радикальная реформа пенсионной системы, которая вызывает все больше споров. И здесь у нас перед глазами есть пример. Это Польша. Знаете ли вы, что это одна из всего нескольких стран Европейского Союза, где установленность законом государственной пенсии в ряде случаев достаточно для базовой жизни? Пока в Берлине ищут способы стабилизировать систему, польская модель показывает более устойчивый результат. Давайте обратимся к цифрам. Свежий анализ портала данных DataPulse показывает, в среднем польские пенсии находятся на уровне расходов местных пенсионеров и местами даже несколько их превышают. Для немецкого зрителя это звучит, конечно, непривычно. В Германии ситуация совершенно иная. По данным того же DataPulse, государственные выплаты покрывают в среднем около 66% необходимых расходов на жизнь. Это означает, что если у человека нет дополнительных накоплений или частных инструментов, уровень потребления после выхода на пенсию неизбежно снижается. Эксперты подчеркивают прямую связь в странах вроде Чехии и Польши, где пенсия в большей степени закрывает базовые потребности, риск старческой бедности Альтерсармут существенно ниже. В Германии же, по статистике на март 2026 года, более 3,5 миллионов пожилых людей находятся в зоне риска. Но самый чувствительный момент – это возраст. В Польше сохраняются более мягкие условия – 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Чтобы получить полную выплату, мужчине достаточно иметь 25 лет трудового стажа, а женщине 20 лет. Сравните это с текущей траекторией в Германии. Правительство Фридриха Мерца ведет страну к пенсионному возрасту в 67 лет, а в политических обсуждениях уже звучит и планка в 70 лет. В итоге возникает такое ощущение, что работать приходится дольше, а пространство для выбора в старости становится уже. Может ли польский опыт стать ориентиром? Вопрос, конечно же, открытый, но различия в подходах уже сейчас видны достаточно четко. Друзья, прежде чем вы начнете писать письма в Бундестаг с требованием внедрить у нас польские правила, давайте посмотрим еще раз на цифры. Польская пенсионная система при ближайшем рассмотрении вряд ли может служить прямым ориентиром для Германии. И вот почему. Главный сектор польского пенсионера вовсе не в том, что государство обеспечивает его высокими выплатами. Средняя годовая пенсия в Польше составляет около 8400 евро. В Германии эта сумма более чем вдвое выше, в среднем около 19100 евро в год. Возникает парадокс, доходы вроде бы ниже, а уровень жизни в ряде случаев воспринимается как более комфортный. Причина – значительно более низкие расходы. То, что мы называем стоимостью жизни, Lebenshalt, Турскостен, в Польше находится на другом уровне. Авторы исследования из DataPulse отмечают, некорректно напрямую сравнивать уровень жизни пенсионеров в странах с разной ценовой средой. То, что верно для Софии и Копенгагена, также справедливо и для сравнения Варшавы и Берлина. Давайте посчитаем на простом примере. В Польше базовые расходы могут составлять около 8100 евро в год, это меньше 700 евро в месяц. В немецких городах такие суммы не покрывают даже базовые потребности, включая жилье и обязательные платежи. В Германии ориентир расходов сегодня находится на уровне около 28 700 евро в год или примерно 2400 евро в месяц. При этом пенсионная система Rentenversicherung в среднем обеспечит около 19 100 евро. В результате возникает вот эта вот разница между доходами и расходами, которая и становится основной проблемой для многих пенсионеров. Вопрос здесь не только в размере выплат, но и в общей стоимости жизни. Главный секрет того, почему польские пенсионеры чувствуют себя увереннее, кроется не в щедрости государства, а в структуре их расходов. Эксперты из DataPulse выделили ключевой фактор. Почти половина всех трат в старости уходит всего на две позиции. Это еда и жилье, включая воду, газ и отопление. Остальное – медицина, транспорт и скромный досуг – распределяются по остаточному принципу. И вот здесь поляки имеют серьезное преимущество перед немцами. В Польше около 80% населения живут в собственных домах и квартирах. В Германии этот показатель один из самых низких в Европе – около 40%. Большинство пенсионеров продолжают платить аренду Кальтмите на протяжении всей жизни. В условиях инфляции марта 2026 года, когда счета за жилье в немецких городах резко выросли, отсутствие собственной недвижимости становится серьезной финансовой нагрузкой.
Польский же пенсионер платит в основном за коммунальные услуги, а немецкий значительную часть дохода направляет на аренду. Но есть и системное отличие, о котором редко говорят открыто. Наш договор поколений Generation Vertrag, где работающие содержат пенсионеров, испытывая давление из-за демографических изменений. В Польше система устроена совершенно иначе. Там сильнее выражен накопительный принцип. Размер выплат напрямую зависит от того, сколько человек внес в течение жизни, а не от текущего состояния работающих и пенсионеров. Да, доходы в абсолютных цифрах в Польше ниже, но их покупательская способность Kaufkraft частично компенсируется отсутствием высоких арендных расходов. В итоге немецкая модель, ориентированная на более высокие доходы и аренду жилья, сталкивается с дополнительной нагрузкой в пожилом возрасте. Формально доход выше, но реальные расходы, как вы понимаете, оказывают сильное давление на бюджет после выхода на пенсию. Давайте еще разберем внутреннюю кухню, как именно поляки считают свои деньги. В Польше действует принцип математической справедливости. Каждый пенсионер получает столько, сколько он реально внес в систему за всю жизнь. Нет усредненных каких-то баллов или сложных перерасчетов. Когда человек выходит на пенсию, социальное ведомство ЗУС берет общую сумму накопленных взносов и делит ее на количество месяцев ожидаемой продолжительности жизни, так называемый коэффициент дожития. Ставка пенсионных взносов в Польше зафиксирована на уровне 19,52%, которые делятся между работником и работодателем. И здесь заложен сильный стимул. Те, кто работает дольше и выходит на пенсию позже установленного срока, получают более высокие выплаты, так как накопленный капитал распределяется на меньшее число месяцев. Система выглядит прозрачной и, в отличие от немецкой модели, во многом опирается на собственные поступления. Однако у этой модели есть и обратная сторона. Польские пенсии в марте 2026 года постепенно снижаются в реальном выражении по мере роста продолжительности жизни. Чем дольше в среднем живут люди, тем меньше становится ежемесячная выплата при неизменных накоплениях. Но самый чувствительный момент – это стаж. Если в Германии для получения минимальной пенсии достаточно около 5 лет взносов, то в Польше требования значительно выше. Чтобы претендовать хотя бы на минимальную выплату, мужчинам необходимо подтвердить 25 лет официального стажа, а женщинам 20 лет. По данным Варшавской школы экономики СГХ, которую представляет эксперт Янина Петельчиц, значительная часть пожилых людей не получает государственную пенсию. Основная причина – это длительная работа без официальных контрактов в прошлые годы. Система остается сегодня устойчива, но при этом строго зависит от официального участия в ней на протяжении всей трудовой жизни. В Германии все устроено принципиально иначе, чем в Польше. У нас размер будущей выплаты – это сложная комбинация уровня зарплаты, накопленных баллов, Entgeltpunkte и общего состояния экономики. Главное отличие в том, что немецкая пенсионная система не накапливает средства в отдельном фонде. По договору поколений Generation Vertrag текущие взносы сразу распределяются между нынешними пенсионерами. Именно поэтому выплаты напрямую зависят от уровня зарплат в стране. Но есть цифра, которая регулярно становится предметом обсуждений среди экономистов. Чтобы система оставалась устойчивой на фоне демографических изменений, государство ежегодно направляет в пенсионный фонд около 128 миллиардов евро из налоговых поступлений. Эти средства идут на так называемые нестраховые выплаты, в первую очередь на пенсионные надбавки для родителей Mütterrente. Без этой поддержки уровень пенсии сегодня был бы существенно ниже. Да, при более низких ценах польский пенсионер может позволить себе, конечно же, больше товаров на свою выплату. Однако в абсолютных цифрах немецкая система по-прежнему обеспечивает более высокий уровень дохода. Средняя выплата около 19 100 евро в год – это база, которая значительно превышает показатели в ряде стран Европейского Союза. А для тех, кто дополнительно инвестировал в частные фонды или оформлял Betriebsrente, производственную пенсию, уровень финансовой стабильности в старости остается существенно выше среднего. Подводя итог, польская модель отличается стабильностью и меньшей зависимостью от бюджета, тогда как немецкая система, несмотря на сложность, обеспечивает более высокий уровень потребления. Главный здесь вопрос для правительства Фридриха Мерца в марте 2026 года – как именно сохранить этот уровень, одновременно снижая нагрузку на работающее население.
На этом у меня на сегодня все. Берегите свои накопления и планируйте будущее заранее. Спасибо за просмотр.